нормально. На этот звук, пацаны, просто... Нормально? Нет там бордюра? Бордюров тут нет. Испугался? Да. Вроде ничего нет, тут только снег. Все целое? Да. Не, Я ничего не вижу. мы бы услышали. А? Мы бы услышали, если бы ты что-то зацепил. Вот так все Нет, целое. даже диски целые. Да нет, тут ничего нет, ты просто в снег уехал. снег, да, просто? Да. Братья, мы выехали в какую-то зимнюю сказку. Ночные серпантины, валит снег. Оппозитные пацаны тоже валят. Короче, очень кайф, очень красиво. Я, кстати, снег не видел, знаешь, сколько лет? Я 3 прошлые зимы в Дубаях был. Ну, бля. Там, конечно, свой кайф, но, блин, по снегу я соскучился. Казахстан. Мы снова в Алмате. Прилетели тут на чисто зимние каникулы. Сняли квартиру. И сегодня у нас по планам, так как тут выпал снег, я вообще не планировал что-то тут снимать, но погода позволяет, и судьба нам кинула кое-какую машину. Казалось бы, просто ключик Porsche, но с надписью RS. А если это надпись RS, значит это однозначно GT3 RS. Других моделей Porsche с надписью RS, к счастью или к сожалению, не бывает. Алина, ну как дела вообще? Скажи ку YouTube. Что значит? Ну типа, всем привет, YouTube. Привет. Все, ты готова уже? Конечно, готова, там уже под домом стоит монстр, блин. Давай, как научили, если к паху мы прибавим ю, то будет... Ю пахом. Все, не сдала. Короче, это долгожданный зимний эпизод. В этом же эпизоде мы отдадим М2, которую купили в прошлых эпизодах. Ну а так, в 26-й год из долгов я забрал с собой эпизод Grounded, но он уже по идее вышел, и эпизод про Грузию. Там будет очень крутой ролик, поэтому он не так быстро выходит, как мог бы выйти. Ну а пока у нас зима, и надо срочно ехать куда-то в горы на серпантины, потому что снега навалило пипец. Мороз где-то минус 10. Тачка, правда, не совсем для этой погоды, но в этом и прикол. Чуть-чуть нестандартно. Я чуть трусь это. Знаешь почему? Нет. Ну как, блин, нет. Шутишь, что ли? Я сейчас буду первый раз в жизни ехать за рулем именно РС. А ты на Абасу не ездил? За рулем нет, только рядом. Ну там разницы мало с обычным КТ-3, но сам факт. Поздравляю. Спасибо.
Мы вместе с ОТП банком проводим розыгрыш для тех, кто хочет получать выгоду от обычных трат и заодно попробовать удачу. Главный приз – BMW M3. Чтобы принять участие, нужно выполнить всего лишь 2 условия. Перейти по ссылке в описании и оформить дебетовую карту ОТП банка, а затем в период акции совершить покупку по карте на сумму от 10 тысяч рублей. После этого ты автоматически становишься участником розыгрыша. Сама карта тоже того стоит. Кэшбэк до 10% в выбранных категориях, 11 постоянных категорий кэшбэка на выбор. Каждый месяц можно выбирать по 4, в том числе 5% на АЗС и 5% на такси и каршеринг. Хоть каждый месяц выбирай одни и те же категории. Доход 12,5 годовых по накопительному счету с ежедневным начислением процентов. Бесплатный выпуск, обслуживание и доставка карт, а также возможность бесплатно заказать платежный стикер в отделении банка. Победителя, который получит BMW M3, мы определим на этом канале в прямом эфире 10 июня 2026 года с помощью рандома. Результаты будут опубликованы у меня в соцсетях. Не упускай возможность и переходи по ссылке. Алина, снег. Покажи, в какой я шубе красивой. Какой еще раз? Красивой шубе. Вот, да, очень красивая шуба, Потом сумасшедшая. вот все говорят, что я какая-то не такая. Потом говоришь мне, что я какая-то злая. Ты еще очень что-то. добрая, вот это, но- вот знаете, вот поэтому. Короче, пацаны, это настолько спонтанно произошло. Я прилетел в Алматы, ну, по сути, на Новый год, на свой день рождения, и было в планах просто отдохнуть, потому что вся эта история с М2, со стикерами, очень сильно вымотала. И хотелось просто включить Xbox и ничего не делать. Блин. Ну и что, просто Porsche? Да нифига себе, блин. Ёлки-палки. Это GT3 RS в кузове 992. В Vice Package, Visage, блин, я до сих пор не выучил, как его правильно говорить. Visage Package. Короче, это 90 килограмм облегчения от обычного GT3 RS. Карбон. Капот, карбоновый каркас и вот такие магниевые диски. Вот такой рисунок шел и идет только на пакетной версии. Алин, ну есть проблема. Какая? Ну тоже как проблема. Когда у тебя такая машина, как будто проблем нет, Холодно но ты не очень. кайфанешь. Знаешь почему? Почему? Потому что с нами есть вот этот тип, а его положить некуда. Знаешь почему? Вот такой. Что? Ну некуда класть кейс. А багажника тоже нет? Так вот, багажник, Алин. Это версия RS, предназначенная для трека. Стой, подожди, сними этот холодный запуск. Холодный запуск будет у меня. Ты ж в шубе, ё-моё, тебе Я холодно в шубе. болею. О. Оппозитный, атмосферный, гоночный двигатель от Porsche. 9000 оборотов отсечка, высокооборотистый, без всяких турбин, без гибридов. И все это в наше время происходит. Короче, глобальное отличие от обычного GT3, конечно же, это вес и аэродинамика. Мощность плюс-минус такая же, там, по-моему, 10 лошадиных сил разница. Самое главное, это аэродинамика, которая этой машине в треках дает просто сумасшедший потенциал и дает просто нереальный результат. Ха-ха-ха, я не могу с этого крыла. Понятно, что по городу вообще нет шансов почувствовать разницу со всеми этими спойлерами. У нее здесь стоят моторчики, которые вот это вот конкретно крыло. А в нужный момент, когда тебе нужно, ты нажимаешь кнопку DRS, и оно поднимается, соответственно, меньше сопротивления у этого крыла. Но это в основном на какой-то прямой. Если ты в треке едешь, у тебя прямая, ты нажимаешь кнопку DRS, у тебя поднимается крыло, меньше давления на жопу, больше пропускаемости, соответственно, машине меньше мешает это крыло разогнаться. Также вместе с DRS и спойлером у машины есть на днище такие же крылышки, которые либо подняты, либо опущены, и в зависимости от нажимаешь ты кнопку DRS или нет, они поднимаются и опускаются, и, соответственно, сопротивление меняется. Карбоновая.
Блин, забыл, ё-моё, не распорка, не каркас, это баш-бар. Ролл-бар. Нет, ролл... Ё-моё, короче, пацаны, честно, я в шоке, что эта машина вот у меня под домом. Я вообще не представляю, что будет, когда я до нее доберусь. Но, честно, не принципиально добираться именно до РС. Я рад и GT3 без РС, и GT3 RS в прошлом поколении 991. Главное вот эта вот идеология, что у тебя Atmo мотор, спортивный заводской Porsche, спортивный в плане трековый, не просто тупо мощный, как турбак, а именно вот тачка, на которой можно вкатываться и учиться ездить. Вот это кайф. Все, готово. Говорят, РС неудобно, непрактично. Вот все залезло. И Алинка, и кейс. Да, еще эта машина в черном сатине. Вообще она Нарда Грей, серая, на красных колесах и на красных наклейках. Все, едем. Блин, ну с багажником реально минус. Ну вообще, ну не, он сюда тоже не влезет. Ну все, дофига места Можешь тут. достать у меня шубу? Шуба, блин, ёперный палет. Шуба. Вот удобно же в шубе. Пристегивайся. Как? Блин, ну ты что, первый раз что ли вышла из дома? Я думала, что какая-то модная застежка. Не, хочешь, я тебя пристегну четырехточную. Вот такие. Как в Сильвии. Ну и вон два тоже уже такие. Как хочешь. Так, что тут вообще по менюхе? Блин, так не кайф тыкать. О, аэродинамика. Короче, да, вот я как и говорил, вот на рисунке понятно, что работает крыло. Вот она, кнопка DRS, GRS на руле прям. Ну, естественно, она работает только на ходу. Насколько я понимаю, да, функция доступна только в режиме динам приж силы. Так, и также вот у нее спереди оранжевым подчеркнуты крылышки, которые также поднимаются и опускаются. А, вот, DRS не готов. Ну, соответственно, когда мы поедем, он будет готов. Пипец, тут кайфов. Также, естественно, есть эйркапы, лифты, то есть, ну, морда поднимается, что-то переехать. Это удобно. Что? Эйркапы. Как ты красиво смотришься в этом ковше, Алина. На этом каркасе Да, карбоновом. Ну, в этом, слушай, это никто не видит. Вот это ж все видят. Так, у машины горит чек, потому что у нее стоит полная трасса не сток от коллекторов. Ну, то есть коллектора и банка у нее стоят тюн, и тачка не перешита. То есть она громкая, но горит чек, потому что машина видит ошибку из-за того, что нет сток выхлопа. У нее есть еще куча настроек на руле. Ну, то есть, понятный нам драйв мод, хотел сказать, то есть normal, track, sport, также старт-стоп у нее есть, добро пожаловать. Также у нее, естественно, стабилизация отключается, здесь же ее можно, я так понял, покрутить, настроить. Вау, вот они все настроечки. Так, то есть, значит, желтая у нас, скорее всего, отвечает за стабилизацию. Включено. Динамик включена и выключена. Так, да, то есть можно как бы крутилкой отключить стабилизацию. Также у нас еще этой крутилкой мы настраиваем traction control. То есть здесь получается 7 уровней трекшена. Нет, стоп. Блин, чуть не понимаю, если честно, как это работает. Надо это все тестить. Да, можно полностью выключить, либо оставить какой-то шаг, либо включить, либо вот это что, я не знаю, это она типа тебе траекторию будет рисовать, как тебе ехать. Так, это, короче, интересно потыкать. Так, блин, очень интересно добраться до этой машины где-то хотя бы в сухом месте, где-то в Сочи на серпантинах в идеале, чтобы вот потестить все эти кнопки и почувствовать разницу, потому что пока что я не совсем понимаю, но сам факт того, что это есть, что ты можешь на руле настроить себе жесткость и отбой подвески, отбой сжатия. Я такого нигде не видел. Алина все зафиксировала. Каждый свой шаг. Сколько сидим в машине, все фиксируем. Так, что, ладно, поехали. Мы в режиме трек. Наверное, мы включим спорт. И можем выключить стабу, так как у нас снег. Можно чуть-чуть
поиграться с этой всей историей. Механика, ручник. Едем. Блин, а на мотоцикл. Карспотинг здесь уже. Ё-моё. Алин, держи. Ты слышишь вообще этот звук уже? Да. Ну это как? Нет, ты точно слышишь? Да. Ты точно? Ё-моё. И вот в эту пробку. Ну да. Ошалеть. Блин, вот сижу, как будто меня в этой машине создали. Можешь окно просто закрыть? Минус 15 градусов. Какой топ, Алин. Ты что, снимаешь? Да, я смотрю на деда. Какой топ. А пацаны молодцы, успели снять, как мы выехали в автобус. Все успели, пацаны, красавчики. Ошалеть. Окей, ладно. Звук есть, базару нет. Сидеть удобно. Базару нет. Как сидеть удобно, учитывая, что это маленькая спортивная машина. Ну вот все это, вот, не знаю, вот настолько цепляет. Вот хоть убей, я не знаю, вот. Так, все, мы заправили полный бак. Катим куда-то в горы. Дороги чуть подраскатали, но деревья пипец красивые. Дали. Минус 10, если что. А мы на гоночной машине едем. Блин, ну тут тоже нет снега. Ну, короче, тут вообще камни, ё-моё. Тут еще каша. Короче, мы ищем горы, где можно покататься. Но уже все почистили. Базару нет, молодцы, конечно. Оперативно. В чем вообще ее прикол? Что в ней такого? Наверное, то, что в ней 500 сил, 525, если быть точным, и она одна из самых быстрых трековых машин на Нюрбургринге, ну, на определенных треках. Многие машины, у которых 700 сил, 800, 1000 сил, 1500 сил, они не едут так в треке, в стоке, не в стоке, они так не поедут. Ну, понятно, что в треке и не нужна мощность, но вот именно эта машина в таком балансе, что она быстрее Black Series AMG GT, у которого турбовый мотор, и в котором 700 сил, даже 750, думаю. То есть вот этот феномен вот этого баланса, что машина настроена так, что вот она круто едет не за счет мощности, а за счет управления, прохождения поворотов, торможения, аэродинамики. Вот это круто. И за что мы где-то километров 15 в час разогнались, потому что мы просто закопались, но этот звук, лаунж, старт, Я думала, отсечка, что она сейчас вот так. прыгнет, да не, она же задний привод, Алина, даже. Мне кажется, она в душе М-ка. Есть у нее что-то все-таки такое характерное. Витя, ты уверен, что можно это делать? Нет. Ну, Я не знаю, что объективно можно сказать про это все. Просто вот человек такой же вот, как я, такой же вот, как вы, кто вот сейчас смотрит этот видос. И просто вот он родился, прожил эту жизнь, ходил в школу, ходил в универ, любил машины. И в один день он проснулся и такой взял карандаш, бумажку и начал рисовать. И нарисовал вот это произведение искусства. Как это возможно? Я не понимаю. Потом он начал рисовать все эти воздухозаборники, которые реально работают. Вот эту вентиляцию переднего колеса, чтобы жар от тормозов выветривался. Вот эти крылья. Чтобы вот это крыло давило машину, и она ехала еще круче.
Вот эти крылышки. Казалось бы, такая мелочь, но оно все работает. Вот эта штука, то, что у тебя здесь входит воздух, здесь выходит. То есть у тебя, получается, за счет этого морда прижимается. Дальше этот воздух направляется на те мелочи на крыше. И через спойлер. Ну, то есть это просто сумасшествие. И у меня просто иногда в голове это не укладывается. Для меня это, ну, что-то неземное, что я не верю, что человек это создал, и оно вот так работает, вот так звучит. Блин, хочется вот эту картину видеть всю жизнь. Тачка, горы, снег. Лютый рэп, братья, я в шоке, честно. Я просто в шоке. Мне кажется, оператор из меня такой себе. Ну ладно, Не, ну я не знаю. запись идет, но Да. все. У нас же видео сегодня. М. Как есть. Старт снимаешь и ухожу, смотри. Что делать? Старт снимаешь? А куда? Ну, если что, на улице минус, я не знаю, 20, наверное. Очень холодно. Ой, ой, ой. Спасибо. Это было на закрытой заслонке. Я околела, вид, я не могу, жена. Да. У меня руки отмерзли. Это было на закрытой заслонке, братья. Короче, история, которую я, наверное, буду вспоминать всю жизнь и рассказывать всем своим друзьям, так же, как когда-то рассказывал там про М2 и вообще про разные такие истории, которые происходили благодаря тому, что я вот снимаю эпизоды. Я прилетаю в Алмату на Новый год и привез с собой стикеры, которые Way to M2. И ко мне под дом приезжают ребята, чтобы забрать стикеры на вот этой машине. Я выхожу на улицу, я в шоке. Я говорю, вы что, вообще офигели, что ли? И хозяин машины, супер добрый парень, говорит, типа, блин, я когда узнал, что, во-первых, он со мной на «вы», хотя он немного меня постарше, но он говорит, вот нас в школе учили, даже тех, кто на год нас старше, общаться на «вы». Мне некомфортно, я говорю, чувак, мне типа 19. И он говорит, я узнал, что вы прилетели в Алмату и специально поставил зимние шины на 911. Ну, типа, чтобы поснимать. Я думаю, да, пипец. И потом он мне говорит, хотите, я вам оставлю машину, и вы ее сами поснимаете, потому что я на камеру, ну, стесняюсь общаться. Я говорю, блин, честно, ну, неудобно, но с удовольствием. Еще он забрендировал почти всю машину. У него тут, правда, с некоторыми наклейками не получилось, но я пообещал дать ему новые. То есть я его не просил, там, для видео или еще как-то. Он приехал вот так, на нашем стикер-паке. Это тоже очень приятно. Конечно, супер острый из-за того, что у него двигатель сзади, не спереди. Но все равно на нем весело ездить. Ну, зимой. Хотя я думаю, его и летом можно было запускать нормально, но я имею в виду по сухому. Капец, нас все снимают. Ты заметила? Ну, конечно, тут не китайцы ездят. Осуждаю. Что? Ну, они, ну, в смысле, ну, в Казахстане азиаты живут. Ты при чем? Я про машины. А, Вчера лежала еще с температурой и простояла сейчас весь этот вот 7 на минут. холоде. Ну хорошо, но этого достаточно, минус 15. Пофиг, Виталик уедет, кто меня лечить будет? Что, дать? Вещи собирать, да? Что? Я говорю, пофиг, Виталик уедет, кто меня лечить будет? Вещи собирать.
треке мы нажимаем подвеску, и у нас степень сжатия. Вот у нас появляются настройки подвески еще. Они не фокусируют. Степень отбоя и сжатия. Вот то, что я говорил. Дай покажу. Вот подвеска. И вот у нас левая сторона и правая. Можно еще настраивать отбой сжатия. Ну и то, что я и говорил. Так, пацаны, у нас тут спонтанная экскурсия по парковкам. Тут стоит М2 CS. В смысле? М2 вот она. А, да, сори. Да, вот он. М2 CS. В чехле, правда, на золотых колесах. Но мы не будем дергать. М3 CS. Ну и самый жирок, как сказал Макс, единственное в Казахстане. Да. Сколько их в мире? Ты реально это знаешь? И в мире 200, и одна из них КЗ, вот она. Короче, М4 CSL, которая самая такая жирная лимитка кольцевая. Вроде бы Арик. Но, насколько я знаю, у нее должны быть жирные прям ковши. А здесь как будто бы обычно. Либо это опционально, не знаю. Я в Дубае видел один раз такую черную, да, у нее вот такой вот багажник с дактейлом. Сзади нету сидений. Там чисто кармашки под шлем с сеткой. И все. Так, пацаны, ну я считаю, GT3, да, даже на фоне РСа смотрится вообще супер жирно. Хоть у него и нету этих арок дырявых и этого большого крыла. Он, блин, по-своему как-то сдержанно круто выглядит. Нет? Черный еще. На полуслике. Короче, пацаны тут почти все на треке катают. На Соколе. Это круто, что тачки используются по назначению. Так, ну что, у нас следующий день. Мы едем с Максом искать какой-нибудь спот, чтобы все-таки покататься. Правда, все уже тает, но есть вероятность, что мы успеем подняться в горы, и там будет снег. Вот я сегодня, получается, можно сказать, даже уже третий день, когда я провожу это время с этой машиной. И вот внутри чувства, вот знаешь, если бы это была какая-то там SF-90, вот это казалось бы, что это вот что-то такое прям далекое, какое-то космическое. Вот это тоже космическое, но оно вообще как будто недалекое. Вот в плане, как будто это вот... Блин, ну может это как-то звучит не очень красиво, но как будто это прям какая-то такая часть чего-то внутри меня, вот понял? Вот часть моей жизни, как будто это вот как должное, то, что вот такая машина должна быть в жизни. Вот такое у меня ощущение. Может из-за того, что я так сильно хочу эту машину сейчас, в будущем она уже у меня есть. Может это так работает? Аэродинамическое ралли, братан. Какие зикры, электрички вообще. Как можно любить машины, которые не звучат. Как можно покупать какой-нибудь электросамовар и не слышать вот этого? Мы ехали, гадали, какое же здесь сзади колесо. Оно вот такой ширины. И получается 335 R21. Так, ну и на морде. Так тоже для статистики. 275, 35, R20. Так, ладно, пацаны, смотрите. ДРС. Смотрим на спойлер внимательно. Едем.
ДРС готов. Нажимаю кнопку. Ляпс, он стал более плоский. Нажимаю еще раз. Ляпс, он вернулся. Топ, нет? Короче, оказывается, я чуть-чуть почекал информацию. Эта машина все-таки немного тяжелее, чем GT3. Разница у них где-то 14-15 килограмм, но при этом версия RS быстрее на 10 секунд на Нюрбургринге. Представьте, насколько работает вообще аэродинамика. Что машина тяжелее, с той же мощностью едет настолько лучше. Блин, вот это вот, что в этой машине вот такая вот максимальная гоночная инженерия, вот это меня в ней прям цепляет. Блин, что она вот сделана с умом, и она, ну, на ней прям надо уметь ездить. Еще здесь, не знаю почему, двойной стеклопакет, но лобовое и заднее стекло, они облегченные, они максимально тонкие и хрупкие. И конкретно на этой машине в сервисе просто случайно продавливали несколько раз заднее стекло и меняли по гарантии, прикинь. А, ты, кстати, лаунч не чувствовал. Ну, братик, удара не будет. Я надеюсь, ты же понимаешь? Мы сейчас просто будем на месте ехать. Who's calling my phone and won't leave me alone? I'm a big dog, yeah, call me Acapone. I'm throwing hands, they throwing If you go, why would I pick? I'm throwing Ориентироваться чисто на Нюрбургринг нет смысла, потому что в мире дофига разных треков, и не все люди, кто покупают эту машину, катаются в треке. Но эта машина не на всех треках быстрая, то есть там, где много длинных прямых дорог, она проигрывает даже каким-нибудь М4 на Stage 2 тупо из-за того, что у нее нет мощности и из-за того, что у нее большая аэродинамика, которая мешает ей, ну, ехать максимум. То есть она, ну, 300 она поедет, но больше ей, ну, чем больше скорость, тем ей сложнее разгоняться из-за того, что все эти крылья на нее давят с этой скоростью, и GT3 не RS, возможно, на максималку быстрее, чем эта машина. Вместо багажника у машины, точнее вместо капота у машины стоят радиаторы, которые убрали сзади. То есть у нее дырки в крыльях от турбо-эса, которые, они по сути не для охлаждения двигателя, а для дополнительной аэродинамики и вентиляции задних колес, тормозов, чтобы там не была высокая температура и тормоза лучше проветривались. И без затяг. Едем? Еще у этой машины из особенностей технологий гоночных от Porsche это какой-то особый вид пластика, это смесь карбона с каким-то полимером, ну, по сути, как карбоновый пластик. И из него сделаны конкретно в этой машине капот, крылья передние, двери, то есть у этой машины двери не металлические, не алюминиевые. И заднее крыло тоже сделано из этого специального карбона. И также в этой версии в Вайсах у нее карбоновые тяги, лонжероны и поперечные стабилизаторы. То есть по факту это машина, которая ездит по городу с самыми топовыми, высокими гоночными технологиями. Это же вообще офигеть. Да, братья.
Виды еще бомба. Трубу вот эту убрал бы, и вообще красиво было бы. Горы, снег. Казахстан, братан. Я говорю, я кайфую просто от того, что я вижу своими глазами. Я представляю, как ты кайфуешь. Блин, я вообще Вообще. в восторге. Она едет, ну, очень послушно. Понятно, что это снег, и любая заднеприводная машина поедет, но на ней реально круто, весело ездить. И она, блин, с этим двигателем, с этой педалью газа, с этой отзывчивостью, короче, блин. Я не могу, понял, адекватно говорить. Я тоже. Слишком эмоционально. Что еще? Есть чисто спортивная машина Porsche GT1. И от нее взяли вот эти вот линии, вот эти вырезы аэродинамические. Только их еще и продлили вот до сюда. И это пипец как круто выглядит. Ну, очень круто. И прикольно, что это, ну, деталь с историей, что это от GT1. Из-за того, что машину максимально облегчают, заднего как бы доступа к капоту в принципе нету у Porsche, у современных. Ну и чем они новее, тем вообще меньше доступа. Не знаю, с чем это связано. Мое предположение, что чтобы люди сами туда не лазили, это раз. И второе, чтобы привозили как бы в сервис и платили бабки за обслуживание. Потому что чтобы поменять в этой машине масло и фильтра, нужно снять задний бампер. То есть это достаточно сложно. Но я оправдываю Porsche тем, что вот, во-первых, ну, мы с тобой едем, сзади у нас ничего нет. То есть там каркас и достаточно много пространства. Спереди, если бы не эта версия, был бы багажник. То есть нету ощущения, что в этой машине где-то двигатель. Ну, ты понимаешь? Да. То есть у нее двигатель расположен вот на этом уровне. То есть у нее центр тяжести просто пипец какой низкий. Ну, соответственно, это вся гоночная история. И, ну, просто вот посмотри, тут ничего нет. И вот где-то там двигатель, коробка. Ну, просто где оно? Давай Там, если попробуем убрать что-то. каркас, а тут мы тут ничего не откроем. Не откроем ничего? Ну, смотри. Вот откроется. Да, смотри. Здесь есть, понятно, открыть капот, но там его нет, там радиаторы. И, Ага, здесь что-то шел. да, теперь смотри. Ты ее открываешь, а на веревочке, Нормально. понял? То есть у нее даже нет петлей в угоду веса. Нет петлей, соответственно, ну, нету вложений финансовых. То есть за счет этого она должна быть дешевле, а она за счет этого дороже. Ну и с этой стороны точно так же. Здесь, получается, вы можете подлить масло при необходимости, а с той стороны антифриз. А омывайка, по-моему, подливается вот здесь. Опа! Здорово! Мы можем на месте ДРС вот так вот сделать? А вот не знаю. Давай попробуем. Давай. Вы посмотрите, он же 2-метровый Шаевчен на алматинских номерах. Далее идет кошка. Стопудово идет. Если я его максимум включу, он вообще не будет меня сносить. Звук отсечки прикольный. Нормально он, кстати, справляется. Тормозит не очень. В поворот заходим. Как будто на зацепе. Ну, мне очково. Реально? По такому склону 120 км в час вниз. Не-не-не, 12. Это прикольно. Если что, покажи, что мы включили максимум трекшн. И, ну, ESC включена и максимум трекшн. Тут 7 режимов трекшена.
То есть можно типа включить его, а можно еще накрутить. Если откинуть историю с тем, что в ней мало места, я могу смело сказать, что это достаточно универсальная машина. Вот мы зимой на ней едем. Еще и получаем удовольствие, и еще и быстро. Вообще, осуждая людей, которые вот такие машины на зиму. Блин, ну ты бы ездил? Ну, я ездил на М4. Я, знаешь что, вот я на М2 ни разу не выезжал в снег, но у нас и снега как бы нет, и я как бы особо и зимой не был в Ростове, потому что последние несколько лет я был в Дубае, как бы это пафосно не звучало, но было сложно. После этой зимы, после того, как мы на вот эту нашу М2 с климкой купили на нее зимнюю шину, и мне захотелось на свою М2 тоже комплект какой-то зимней шины, но чтобы выезжать именно вот в такой снег. То есть не так, что всю зиму на ней ездить, а вот так, типа, когда прям снег выпал, навалило его, выехать покататься вообще с кайфом. Но я обещаю, если у меня появится GT3, я буду на нем ездить круглый год. Вот чтобы это была универсальная машина в плане жизни, что она и на треке может выскочить. Ну, блин, это как бы как и М2, но это вот прям чуть следующий уровень. Но я отвечаю, вот катаясь на этой машине, до этого я катался достаточно долго на GT3 и на E-Race. В этой машине характер М-ки, то есть они очень похожи, ну реально похожи. Они отличаются только вот развесовкой и как бы видом. То есть робот есть, ДКТ, ПДК, они очень похожи, то есть технически они как секвентальная коробка, только более такая собрана, настроена под гражданскую езду. Задний привод, эмоция. В нашем случае сейчас с этим трекшеном зацеп. Ну, едет, вообще нормально. Я могу габариты включить, надо? Чтоб фары горели, включить? Да, давайте. Давай. Ляпс. Короче, мы пока катались, снимали, пацаны караулили под домом машину, чтобы подснять. Базару нет. Не знаю, я карспотеров уважаю. Я тоже своего рода карспотер, мне кажется. Просто чуть замороченней. Вы в ТикТок снимаете? ТикТок? Прикольно. И что, набирает у вас что-нибудь? А покажи свой ТикТок. О, ничего, 59 миллионов? А, это черновик? Это черновик. А какой самый популярный у тебя был? 7 тысяч только. 7 ты... А, ты только начал? Ну, у него много залетало. А у тебя? 500 000. 500 000? Да. Подписчиков? Нет, просмотров. Просмотров? Ну, 500 000. Это съемки с Айтуара R8. Это ты фоткал? Да. Круто. На 20 000. Мы ее капец жестко хотели снять. Да? А я видел вас, что вы утром бегали. Что, еще приедете? Ну, я ее, скорее всего, уже скоро отдам. Это моего друга машина, не моя. Их много? Да. Вы в теме, да, короче? Ну да, это его тачка. Блин, если честно, немного бесит, что сейчас... Ну, не бесит, наверное, это оправдано, что вокруг этой машины сейчас бешеный хайп. И каждый второй, который хоть немного там что-то прочитал информации про эту машину, которая особо в целом не шарит в тачках, прется. Ну, короче, много пацанов, кто далеки от машин, но знают, что эта машина крутая и форсят ее везде. Но это оправдано, конечно. Надеюсь, все получится, пацаны. С этого эпизода, блин, мне кажется, это знак, что в Новый год эта машина приехала ко мне под дом за стикерами, и как-то вот так совпало, что ее можно и поснимать, и покататься на ней. И мне кажется, это знак, что пора Way to M2 переименовывать во что-то связанное с GT3. Я придумаю какой-нибудь путь по-любому, потому что так просто эта машина не достанется. И вместе с вами мы по-любому пройдем этот путь. Вариантов нет, в смысле, вот голова забита только этой машиной. Дай бог, чтобы у нас у каждого все получилось, пацаны. Главное искренне верить. Это реально работает. Пацаны напали жестко. Молодцы. Да уж, братья, эта история достаточно, ну как, новая история на моем канале с вот этой вот кислотной картой. Если я покажу хороший результат, для этого, конечно же, мне нужна ваша помощь. И
возможно, тогда какая-то вот маленькая веточка, маленький росточек в сторону GT3, в сторону даже не GT3, а пути к GT3, к пути к этой машине, которую очень хочется, начнется, и, возможно, будет нечто большее, и что-то из этого вырастет и получится. Поэтому я в вас верю. Уф. Доброе утро, Москва. Мы вернулись. Сегодня у нас знаменательный день. Мы наконец-таки выберем нового хозяина этой машины. Напомню, что у нас были в продаже стикеры 3 вида. И среди тех, у кого есть стикер, мы отдаем эту белую М2. Здорово, Клим. Здорово, вот ваши посылочки. Да, все. вот повезем сейчас на почту часть писем со стикерами. Короче, вернулись, точнее, я вернулся в Москву закончить уже всю эту историю. Блин, такие какие-то приятные чувства. С одной стороны, грустно, что эта вся история заканчивается. С другой стороны, как-то так тепло, что тачка кому-то достанется. И мы даже еще не знаем, кому. Да. Что, снимешь, как я выйду? Ну, я вот отсюда буду снимать. Отсюда. Ема. Как говорят? Ема. Ема. Пошел. О, Хазбула, пошел. Газ. Изи. Эмки в зиму не выезжают. Изи. Она, конечно, на сухой плитке стоит. Ну да. От выхлопа эти. Да. Подплавила чутка. Видно? Да. Все, газ. А, холодно, жестко. All this time I've been searching 'cause I never knew you could make me feel this way. So much I don't ever want to let go. What you give me, promise you'll never leave me. Promise you'll always stay. Promise you'll never run away from love. Promise me. Нормально? Да. Целый день сегодня было плюс-минус пофиг на розыгрыш. Ну, спокойно. Ну, типа, да, отдадим и отдадим. А вот сейчас, когда я понимаю, что мы уже отдали PS-ку, телефон, и что вот, блин, чуть-чуть остается до розыгрыша. Один клик и все, машина уезжает. Да, один крик, понял, сердце чуть, ну, реально так подбивается. А ты понимаешь, что один кайфанет, а остальные-то расстроятся? Ну, не все, на самом деле, расстроятся. Ну, блин, а как по-другому просто? Много говорят, что типа просто как А поддержка. это вообще, вот этим людям реально от души. Контент, в принципе, все круто делать. Да. И ради, типа, на память возьмем такой стикер. Ну, по-любому будут те, кто расстроится. По-любому, ну блин. Пацаны, финалем историю в эту инфу и перелистываем эту главу уже точно. Или ждем сушки. Брат, скажи ку ютубу, скажи тоже. Да? Ку ютуб. Шлёпаю На память это на Яндекс. число. Яндекс. Не фокусируется. Мужик, ты шо? Ну чё? Мужик, ты шо? А, давай молодой рукой. Думаешь? Давай, пусть Илюша мне звонит. Илюша, делай. Илюша, газ. Офигеть. А мы только сегодня рандом всегда, бля, аж мурашки. Это помните, когда только вот первый Мурашки пробежали, прикинь, сзади. 281, ты мужик. Поздравляю. Бля, не я, все, сейчас онлайн распадем. Беляу. Алло. Привет. Я только что стрим смотрел, отвечаю. Серьезно? Я позвонил другу, я поклялся другу, что если я выиграю, я с ним поеду в Москву. Отвечаю, не поверил. Отвечаю. Пересмотрел таблицу, 281 номер, последний мой билет, который я в первую тысячу покупал. Я прям сейчас выезжаю, бля, я не покеру, я сяду на машину, пробегу, у вас, наверное, я не знаю, впереди на зимняя стоит.
Я приеду. Ожидаем, Галял. Все, тогда Всё, брат, да. Отвечаю, вот Иржан, вставай, Иржан. первую жизнь на такой машине прокатился, когда ты в Сочи показал этот автодром. Так. И я другу подарил поездку на М2, Так. и мы вот вдвоем прокатились, и я так мечтал, думаю, вот бы мне когда-то такую машину. И тут вот она, видимо, судьба такая, что наконец-то у меня будет такая машина. Офигеть. Это номер клиники, да? Я никому давать это ничего. Да, Завтра на Авито номер Ну, вы поняли. Я, наверное, занервничаю, вот это так сейчас. У нас новый день. Мэри Крисмас, друзья. Сейчас Илюша выбьет двери в мой. Илюша, кстати, первый раз в Москве. Как тебе вообще? Нормально. Возьмешь кейс? Да. Короче, у нас эпизод спонтанно продолжается, затягивается. Сейчас мы уже едем именно вручать машину. Прилетел новый ее хозяин. Что, в воздухе где-то? Ну, еще летит, да, но мы уже едем в детейлинг, она там же стоит. А мы взяли у Брук Драйв вот такую RS6. Сейчас. Чтоб Илюшу покатать по Москве с комфортом. Ну и в целом вот так пацанами двигаемся на большом сарае. Единственный нюанс, она на зимней резине, ну что логично. Ну да, ты на нюанс. Хотелось бы на летке сейчас. Но у нее колеса почему-то с маленьким вылетом. Хотя это оригинальные колеса. У нее вот Audi Sport. Но она выглядит как будто переодетая А6. Надо сантиметров 5 простав. Кот, что-то там замкнуло, братан. Такой бархатистый сток. Нет, там просто в моменте Заслонка калитка вот. закрылась, да. Да. Ну вот. Че, вроде радостный момент сейчас будет. Клим сейчас рыдать будет, братан. Машину отдавать Ну, надо. блин, да, вот все. Тут уже М2 нету, тут теперь Нива. Клим продал Вранглера, двигается на Ниве. Говорит, что она дерьмо. Дай комментарий. Нива. Извиняюсь. Просто папина машина. Да, ты дерьмо. Батя сильно расстроился, я ему сказал, что мне не нравится эта Нива. А что вот не так? Скажи, вот что не так? Короче, Новая это Нива. Бронта. Бронта. Она идет на блокировке, по-моему, в заднем мосту, и какие-то у нее другие пары стоят. Из-за этого она едет максимум, комфортная скорость 100 км в час. Сидеть мне неудобно, вот честно, все неудобно. Руль стоит как на автобусе. Выглядит круто. Она же для этого и Ну проектирована. так, да, с этими фендерами она так полноценно выглядит на Да, больших это колесах. Там Да, ее да. кайф этой тачки, это ее документ. Ты А, можешь- что все вписано? Да, Они ты можешь австрийские, братан. Ты можешь поставить лебедку, Да. ты можешь поставить железные бампера, ну, типа эти Можешь. силовые. А зачем? Ну, деревья рубить. Ну Ну, все. в леса В типа лесы, кататься. в лесы. А в СБГТС все вписано. Лебедка? Да, все С вписано. завода? Да. То есть в СБКТ списано то, чего нет. В СБКТ списано V8 Twin Turbo. В целом можете поставить, ничего не будет. Напишите в комментарии, кто помнит, как эта машина дрифтила в Ростове. Кто помнит, что такое СБКТС, напишите в Подожди. комментариях. Ну, эта машина и вот эта машина. Прощаемся с машиной? Да нет, с RS6 еще нет, еще пару дней у нас. А вот с М2 все. Сегодня машина уезжает. В 8 вечера у нее автовоз. И она поедет на юг, что хорошо. Вот, так что, двойка? Удачи тебе, спасибо тебе. Веди себя там хорошо. Что еще сказать? Ничего, пусть радует друг друга, Да. Радуй нового хозяина, не обижай его, прощай его ошибки первые, потому что у пацана этот, как он называется? Ланос, Шевроле Ланос. Спасибо тебе за этот период жизни. Ну, думаю, что мы по-любому еще увидимся. Пацаны, всем огромное спасибо, кто участвовал вообще, кто покупал стикеры. Особенно спасибо всем, кто к нам сюда приезжал в детейлинг на самовывоз. Вживую получил свой стикер. Очень много приятных слов сказали, что, ребята, молодцы. Короче, мы очень кайфуем с этого всего. Рады, что мы как-то еще вот так прикольно контактируем с аудиторией, которая нас смотрит, ценит то, что мы вообще снимаем и получают удовольствие от этого. Хоть нас тут и немного, не миллионы, но зато все самые близкие, родные и те, кто в теме. Так что огромное всем спасибо, кто участвовал, приезжал, забирал стикеры. Такой счастливый, это просто. Виталик. Здорово. Вилял. Очень приятно. Да, я его знаю уже. Здорово. Много спасибо. лет с вами. Честно, вот мы ехали, я с пацанами, мы все это обсуждали. Сколько эмоций, сколько всего. Я говорю, я
на такой машине, то, что в Сочи, по твоей рекомендации, опять же, поездили, покатались, но я вообще не представляю, что у меня такая машина, и что это все правда. И родители мне все, типа, до сих пор мне звонят каждые 10 минут. Ну, я, честно, вчера все, что мог выплакать, выплакал. Меня мама успокаивала, потом он тоже... Кем вы работаете? Ну, стоматологи. Блин, Ну, прикольно. я не знаю, сколько мне надо людей поймать и зубы вырвать, и сколько запротезировать. А сколько тебе лет? Мне 24. Стоматологи на базару нет. Всегда поддерживали. С 20-го года как могли. Не можно? Может он? Стой. Может он? Можно я? Я просто у меня такой чехол видел только... Это от М3 чехол. А его надо с двух сторон как стоит? Как хочешь. На нее. Обнимаю. Обнимаю. Да, твоя тачка. Полируем, пацаны, полируем. Я даже не знаю, как подскажете мне. Ты что ищешь? как Братик, она, тут где она? кнопки сбоку. Все электрическое. Конечно, ты чё? Это уже открытая заслонка, да? Не, это закрытая. Огонь, если что, мы отшили. Огня нет. Я за это боялся, что я Не, да, мы чуть-чуть покатались, Вы говорили, да. что бампер будет поджигаться. Ну да, мы это быстро отшили. Потому что невозможно ездить. Так, ну что, все? Второй ключ где? Первый у тебя должен. А, первый уже у тебя? О, я его оставил В машине? Все, А это я второй один ключ. Второй ключ. Все, ПТС, СТС. СТС, все Так. документы. Мечты сбываются, пацаны. Это правда. Я не представляю, честно, что он Ощущение чувствует. внутри, думаю, я бы разрывал. Мы тебя сейчас проводим, и хорошей дороги. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, что она тебя будет радовать. И даже если ты захочешь ее продать, в любом случае она, благодаря продаже этой машины, что-то у тебя в жизни точно получится. У меня вся жизнь изменится. Я сейчас сколько смогу на ней проезжу, сколько смогу заработать, чтобы ее обслуживать. А потом, если даже надумаю продать, это для меня буст в жизни такой. Ну да, да, то есть в Поэтому любом случае я- это как какой-то капитал, поэтому мы не обидимся, если ты ее захочешь продать, мы как бы с пониманием, у всех разные цели, не цели, и хорошей тебе дороги. Спасибо. Спасибо, что заехал. Leave me out of it. I think I finally worked myself to death. Need another hit in 30 years to figure out what's next. Running out of time really is the only thing that I've got left. Малышка, выезжай. Много времени с ней провели. Ну да. Все, пока М2. Ну блин, ну хороший парень, нет? Да? Да. В целом приятно, что ему досталась тачка. Согласен. Блин, и грустно, и приятно, и весело, все в одном. Я замерз капец. Я вот знаете что? Че? Вот совершенно точно достойный пацан тачку забрал. Мы точно так же шли, говорили. Пойдемте вниз, очень холодно. Я же понимаю, говорю, что происходит. 100%. я говорю, ты сейчас дома, когда ее выкатишь со двора, я заслонку Не, открою 100 пудов. первый раз. Они, Вот представь, тогда они еще после перелета, Да. уставшие. в ахере. Они, ну, то есть... Сейчас YouTube, да, 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 автобусы, в как бы состоянке особо ничего не Да, поймет. да, сейчас И улетит, суете, братан. он сейчас ее И оставит всё, на автобус. И прилетит домой, мама скажет, ну и где твоя машина? Зато прикинь, а еще у них какой вайбик будет. Они доедут, она доедет до Краснодара, они уже переспят, в себя придут. Да, 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 и Нормально. свежие за ней Он приедут. сказал, что им до Краснодара типа там 3,5 часа ехать. Да. Если погода нормальная. Они доедут до Краснодара, красят на нормальной погоде, сядут, помоют эту машиночку. И вот первое, что у него будет, это не в городе там что-то, а он именно сядет по трассе спокойно, прикатится. Да, стопудово. Да не, это топ. Это топ.